Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Прежде чем начать смотреть ролик, проверь, подписан ли ты на мой канал. Если нет, обязательно подпишись прямо сейчас. Также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а я буду показывать. Вам всем приятного просмотра. Не забудьте досмотреть ролик до конца и написать ваше мнение. Поехали! Друзья, ну а сегодня поговорим вот о такой газовой горелке. Они бывают разных модификаций. И вот такие, и вот такие. Но поговорим сегодня в данном случае о вот такой горелке. Она одна из самых недешевых из этих серий. Но здесь проблема какая? Она мне лежала, то есть многие говорят, что нельзя хранить на баллончике. Я снял, она мне просто лежала. И тут я одел на баллончик, прихожу. Я его прямо вот недавно заправлял, а он пустой. Думаю, дай посмотрю, что за фигня. Одеваю на баллон. И слышно, она у меня пропускает. Пропускает непонятно откуда. Начал я ее полностью разбирать. И давайте мы посмотрим с вами, что же в итоге получается. Естественно, у меня стал вопрос, откуда может пропускать. То есть я разобрал, начал смотреть. Здесь вот есть прокладочка. Смотрим, она в идеальном состоянии. То есть здесь, по идее, не должно травить. Это прилегает к баллончику. Также раскрутил вот эти два винта. Там тоже есть прокладочка, которая между вот этим клапаном. Она тоже в хорошем состоянии и тоже, по идее, не должна травить. Но у меня горелка такая своеобразная, да, она немножко подороже стоит. Ну, не немножко, а в 2 раза дороже, чем обычная. Потому что здесь есть газогенератор. Пускай многие даже будут спорить, но это все-таки газогенератор. Сейчас мы ее разберем, и я вам покажу, что из себя представляет газогенератор. Скрываем. Так, и смотрим. Вот она трубочка, которая подогревает саму газовую смесь. То есть из баллончика поступает в более жидком состоянии, подогревается за счет трубочки. И уже обратно поступает уже подогретая, уже более газообразная. Дальше мы выкручиваем еще 2 винта. Также разобрал более дешевую горелку. Да, видим отличие, что нету газогенератора. В принципе, все то же самое, вся конструкция одинаковая. И даже здесь вот изначально на новой горелке, еще даже ни разу не пользовался ей. Здесь даже не присутствует прокладочки резинки. То есть здесь 100% исключено пропускание. Здесь вот есть винтик. На моей горелке здесь винта нету, здесь стоит просто штопор. Его берем и вот так вот выдавливаем. Вот, выдавился. И теперь просто мы выкручиваем. И здесь вот есть 2 прокладочки, которые оказываются и пропускают газ, травят отсюда. Это болезнь всех горелок. В исключение, конечно, даже не стала более дорогая. Но она мне больше нравится. Как бы можно купить было новую. Но зачем покупать, если мы можем сделать все своими руками? Теперь нам что нужно сделать? Подцепляем вот эту вот прокладочку. Можно, конечно, где-то найти. Я не знаю от чего они. Может, продаются какие-то ремкомплекты. Но мы сейчас просто ее снимем. Вот так вот. Полностью снимать ее не будем. И вторую резиночку мы подденем сейчас с вами. И выпустим ее в обратную сторону. Вот таким вот образом. Пока это оставляем вот так вот. То есть вот у нас 2 места, 2 паза, которые освободились от прокладок. Теперь с вами берем обычную капроновую нить. И теперь берем и наматываем нить в первый паз. Веревку не отрезаем, нитку. Одеваем обратно прокладочку, чтобы она у нас плотно прилегла на место. Прижала саму нить. Теперь взять ножнички и обрезать. Также поступаем аналогично со вторым пазом. Также наматываем ниточку. Прям видно, да, что намоталось. Опять одеваем прокладку на место. И также отрезаем саму нить. Остатки нитки, которые кончики торчат, я аккуратненько подсовываю под резиночку, чтобы они не торчали и не вылазили никуда. Не вылезали. Не вылазили, не вылезали. То есть все делаем аккуратненько. Теперь берем обычный литол. Конечно, лучше использовать графитовую смазку, но у меня ее просто под рукой нету. Я видел, как газовщики используют солидол. И немножечко прям намазываем. Излишки мы сейчас уберем. Берем горелку и собираем в обратном процессе все. То есть видно, да, сейчас она уже плотненько заходит. Сама резиночка расширилась. Затягиваем. О, все теперь тугенько прям.
Вставляем штопор. Ну и давайте проверим. На газовом баллончике пропускает ли теперь газ. Ну, как слышно, ничего не шипит. Все четко. Друзья, ну мы убедились, что горелка не пропускает. Теперь ее ставим обратно на ее родное место и собираем. Все делаем точно в обратной последовательности. Теперь одеваем колечко последнее, которое... Ну, оно не во всех горелках есть. Это, я так понимаю, для держака. Ну, чтобы можно было где-то подвесить и поставить. После того, как собрали, берем газовый баллончик. Одеваем на газовую горелку на баллон. Проверяем, слушаем, не пропускает, нюхаем, потому что пропан пахнет. Можно, ну, я думаю, можно услышать. И теперь попробуем зажечь. Ну а в чем прелесть вот этой самой газовой горелки? Так это вот этот газогенератор. И я покажу, почему я так хотел ее починить. Я вам сейчас продемонстрирую. То есть мы с вами видим, что при изменении положения горелка не меняет пламя. Теперь мы одеваем обычную газовую горелку. Я ничего не химичил, друзья. Я не каскадер, не кто-то. Смотрите, что получается. Даже если она прогреется, давайте подождем вот прям 30 секунд с вами. Пускай она нагреется. Ну, как вы понимаете, это из-за того, что жидкая фаза, газ здесь сжиженный, и она попадает и выливается, из-за этого происходят вспышки. Это очень пожароопасно. Я это уже показывал, просто сейчас еще раз повторение. Повторение мать учения, как говорится. Да? Друзья, ну а на самом деле у нас вот получился вот такой вот ролик по ремонту горелки. Это может быть такая горелка. Это может быть такая горелка. Конструктив у них одинаковый, совершенно одинаковый. То есть внутри они полностью одинаковые, за исключением трубки газогенератора. Самая проблема вот в этих, как я и показывал, в этих прокладочках. Я надеюсь, что вам понравился данный ролик. И кому-нибудь такой ремонт пригодится. Если вы считаете, что я не прав в чем-то, я вас всех жду в комментариях. Давайте обсудим и поговорим. Но вам хочу сказать всем огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Жду от вас обратной связи. Не забудьте поставить по лайку. Также, если не подписаны, подписывайтесь. Дальше только интереснее. Вам всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.